Всем доброго дня! Сегодня ускоренным методом буду делать вареники. Буду делать немножко. Здесь у меня 300 мл воды, одно яйцо. Муки сколько возьмет, буду замешивать в кухонной машине. Я буду сегодня делать начинку в вареники из такого сыра соленого. Это присылали родственники Богдана. Выливаю воду в кухонную машину. Добавляю туда яйцо. Сильно подсаливать не буду, сразу буду добавлять муку. Вот такое получилось тесто, остальное я подмешаю руками. Сейчас я подпылю немножко стол мукой. Теперь нужно хорошо его вымесить. Тесто получилось довольно плотное. Но я его поставлю на минут 5, наверное, пока первый коржик будет раскатываться, оно обмякнет. Сейчас я разделю на две части. Оно уже мягкое становится. И пока подготовлю свои следующие ингредиенты, оно хорошо обмякнет. Это положу, это уже мягкое. Перекладываю в пакетик. А теперь с помощью вот такого вот приспособления я нарезаю кружочки, из которых буду делать вареники. Вот выкладываю поближе к краю. Также в пельменях остаются все время остаточки. Я их не буду, наверное, в следующий раз слепливать. Вот таким способом нарежу все кружочки. Вот я уже нарезала на вареники тесто. А вот это вот я все-таки решила не делать вареницы, а переложу просто, порежу на более мелкие или так просто порву. И будут у меня на первое блюдо галушки такие. Большие я буду просто разрывать, чтобы было быстрее все это дело. И приступлю уже к лепке вареников. Теперь я вот так вот беру небольшое количество сыра и выкладываю на каждый кусочек. Сыр очень жирный. И потом буду все сразу быстро залепливать. Теперь слепливаю края. Залепливаю хорошо, чтобы не расклеились. Прохожу несколько раз. И перекладываю туда, где посыпано немножко мукой. Я больше, конечно, люблю со сладким творогом. И чаще я леплю квадратные. Но это сегодня решила такие сделать. Захотелось сделать кругленькие. Ну и так буду слепливать все до конца. Я включила воду уже, потому как скоро уже буду включать и закладывать туда вареники. Ну вот вареники я налепила, вода у меня уже закипела. И буду перекладывать в кастрюлю. Нужно сразу поднимать со дна, чтобы не пристало. У меня кастрюля эмалированная сегодня. Готовлю в большом количестве воды. Но засекаю время. Закипят и потом проварю минут 5-7 где-то так. А пока подготовлю сливочное масло и сметанку. Вареники уже поднялись все. У меня уже растопилось масло. Вареники закипели. Ну и теперь проготовится. Буду доставать и будем кушать. Я уже попробовала один вареник, поэтому отключаю. Кто-то проготавливает чуть-чуть. Говорят, вареники, когда горячие, они не сырые. А я люблю, чтобы вареники были готовые, чтобы тесто было мягковатое. Хотя я замешиваю его крутоватое. Поливаю сливочным маслом. Когда лепила, были маленькие. А так получились большие. Сейчас немножко перемешаю, слегка, чтобы не разорвать. Положу себе в тарелочку. Ну и также полью себе сметаночки. Можно кушать. Сыр, конечно, немножко соленоват, но в общем все нормально. Тесто хорошо проготовилось. Вторую часть я буду просто нарезать квадратиками, так будет быстрее.